Здорово, работяги. Формат айсберга в последнее время набирает много просмотров, но почему-то до сих пор никто, по крайней мере на русскоязычном ютубе, так и не сделал айсберг по PlayStation и компании Sony в целом. Поэтому я решил взять эту ответственность на себя и первый айсберг посвятить горячо любимой на этом канале PS Vita. А если это видео зайдет, быть может, я и... по крайней мере, мне было бы интересно в этом покопаться, подтянуть свои сценарные и монтажные навыки, прокачать голос и заодно притянуть на канал новую аудиторию. В основе этого видео 20-слойный айсберг, взятый с Reddit, который я немного отредактировал. В нем довольно много интересного и, уверяю, уже третий слой найдет чем удивить. А для тех, кто почему-то еще не знает, что такое айсберг, быстрое пояснение. Айсберг — это глубокий и глубинный разбор какого-либо культурно-популярного феномена, визуализированный в виде айсберга, на верхушке которого находятся факты, известные всем, а на самом дне обскурные и наименее популярные теории и домыслы. В этом видео я разберу первые 10 слоев айсберга, все источники в описании и закрепленном комментарии. И так как я не являюсь квалифицированным программистом или хакером, я могу допускать ошибки или неточности в описании некоторых пунктов. Поэтому, если считаете, что можете дать более точное объяснение, добро пожаловать в комментарии. Наилучшие правки я добавлю в закреп. Что ж, с предосторожностями закончили, без лишних слов, приятного аппетита и сладких снов. Пора начинать наше погружение. Слой 1. Поднебесье. PCH-1000. Внутреннее кодовое название PS Vita Fat, первой ревизии консолей, выпущенной в 2011 году. PS Vita Fat — это вторая портативная консоль Sony, которая, в отличие от предшественницы, провалилась в продажах. Была оснащена двумя стиками, сенсорным OLED-экраном, тачпадом сзади, всратым проприетарным гнездом зарядки и еще одним таинственным портом, о котором мы поговорим ниже. Также одним из мелких отличий первой ревизии от второй являются другие стики. На фатке используются стики на основе датчиков Холла, в то время как на слимке они основаны на традиционной технологии потенциометра. Теоретически это означает, что стики у первой ревизии Vita являются более долговечными, чем у второй. PCH-2000. PCH-2000 — это кодовое название Slim-версии Vita, которую выпустили спустя 2 года после первой ревизии. Оборудована micro-USB вместо проприетарного гнезда, встроенной памятью и LCD-экраном, который был пусть не таким ярким и насыщенным, зато лучше держал заряд батареи. В комьюнити до сих пор спорят, какая именно версия лучше. На самом же деле обе ревизии консоли дают одинаковый игровой экспириенс, и любые споры — не более чем наивная попытка заставить себя самого считать, что именно твоя дорогая игрушка чем-то лучше дорогой игрушки другого человека. PS TV. Она же VTE-1000, она же Vita TV для азиатского рынка, выпущенная в 2014 году. Еще одна неудачная идея Sony, которая спустя года уже не кажется настолько неудачной. PS TV представляет собой мини-консоль, которая подключается к телевизору и не имеет ни контроллеров, ни экрана. Зато с ее помощью можно играть в игры с Vita. Правда, не во все, из-за того, что у поддерживаемых ей геймпадов отсутствуют функции, которые были у оригинальной портативки. Также Vita TV позволяет играть в игры с PSP и PS1 и использовать Remote Play для стриминга игр с PlayStation 4. На борту имеет HDMI, Ethernet и USB 2.0 разъемы, а также позволяет вставлять в себя картриджи и проприетарные карты памяти Vita. Существует в 2 цветах — черном и эксклюзивном для Японии белом. Есть также версия PS TV с 3-м DualShock, игрой Lego Movie и картой на 8 ГБ в комплекте. Основной причиной провала продаж стала неспособность PS TV привлечь ни аудиторию портативных игроков, ни ценителей стационарных систем, так как для первых существовала Vita, а для вторых PS4 с гораздо более сложными и интересными играми. Стоит ли вообще говорить о том, что количество игр для PS4 значительно превышает количество тайтлов для Vita? Найти PS TV на вторичке сейчас сложнее, чем обычную Vita, однако ее коллекционную ценность преуменьшить нельзя. Быть может, когда-нибудь я тоже себе ее куплю. 3G-версия. Она же PCH-1100, вариант PS Vita Fat с поддержкой 3G сетей. Позволял играть в игры в сети и пользоваться интернетом без Wi-Fi. Впрочем, функции 3G были довольно ограниченными из-за невысокой скорости связи и, вы вообще помните, сколько стоил интернет в те времена? Проблема 3G модуля в наше время в том, что он высасывает батарею, поэтому некоторые отключают его программно или вырезают аппаратно, вкрячивая вместо него что-нибудь, например, картридер. Выгорание OLED.
Распространенная проблема у OLED-экранов в целом и косяк, существовавший у первой ревизии Vita. По совместительству довольно сомнительная причина не покупать себе фатку. Особенность OLED-технологии в том, что каждый пиксель на таком дисплее состоит из органического материала, который при длительном использовании может сгорать. Поэтому на таких дисплеях может оставаться выгоревшая тень или целые пиксели. Владельцы OLED-телевизоров могут быть хорошо знакомы с этой проблемой. Порой при долгом просмотре одного телеканала его логотип может отпечататься на OLED-дисплее телевизора. Выглядит все это как-то так. Цветовые варианты. PS Vita, кроме традиционных черного и белого, также выпускалась и в куче других цветов, например, космический красный, сапфировый голубой, океанический голубой. Но кроме названных цветов, были также и варианты в светлом голубом, лимонном, неоновом голубом, хаки, розовый вариант с черной лицевой панелью, по всей видимости для эмо-девочек, и розовый с белой лицевой панелью, уже для пастельных готов. Также среди интересных вариаций стоит отметить красные и синие супервыгодные бандлы, в комплекте которых шли чехол, карта памяти, подписка PS Plus и несколько тайтлов. Сами же консоли в этих паках были с красной и синей задней панелью и черной лицевой. Самым же редким вариантом является Bright Orange, продемонстрированный на токийском гейм-шоу в 2011 и так и не выпущенный в продажу, потому как то, что было представлено на том гейм-шоу, было простым макетом. Слой 2. Верхушка айсберга. Лимитированные издания. Кроме выпуска Vita в разных цветах, Sony озаботилась еще и об издании кучи лимиток. Самым прошаренным точно знакомые издания, посвященные Minecraft или Persona, но на самом деле лимиток было гораздо больше, и вы даже не представляете насколько. Правда, нетрудно догадаться, для какой страны была выпущена большая их часть. Среди интересных лимитка по Dragon Quest, по God's Eater, по Финалке, а также по Soul Sacrifice и Together Everywhere. Именно оттуда, кстати, произошел уже более известный Sonic Cat, ну и куда же без Hatsune Miku. И даже так я назвал далеко не все лимитированные издания. Например, была еще серия из 10 консолей с лежащими мужиками, посвященная аниме и одноименной игре в далекие времена, которая на Vita, походу, даже не выходила, зато выходила на PSP. Ну, японщина, сами понимаете. И подобных лимиток для разных тайтлов наберется еще с пару десятков точно, однако они ничем не отличаются, кроме дизайна, который порой бывает весьма неординарным, и комплекта поставки. И если издание посвящено какой-то игре, ее картридж также будет в коробке. Ну и с некоторыми версиями давали еще и фирменный чехол. Ссылку на каталог со всеми обнаруженными версиями Vita я оставлю в комментах под этим видео в своем телеграме, так что если у кого-то есть желание, он может поисследовать этот вопрос получше. Однако не думайте, что на этом обсуждение этого пункта заканчивается. Что насчет коллабораций Sony? И коллабы тоже были. Например, с японским брендом одежды Bape. Данная версия консоли была выпущена во время рекламной кампании свеженькой PlayStation 4 тиражом 100 экземпляров. И то ли продавалась в Гонконге, то ли выдавалась за победу в каком-то конкурсе. В комплект входила обычная черная консоль Slim-версии, футболка и несколько фирменных тряпочек для протирки экрана. Ну и совсем обскурщена коллаба Sony с Citroën в 2012. Кроме шуток, получается, это была самая дорогая модель консоли, которая стоила 21 тысячу евро. В комплекте с консолью также шла карта памяти на 4 гигабайта и автомобиль Citroën C3. Сама же Vita здесь самая обычная фатка черного цвета 21 века. Ориентировочный тираж до 5000 копий. Встроенная память. Slim-модель Vita оснащена встроенной памятью объемом 1 гигабайт, что позволяет использовать консоль без проприетарной карты памяти. Однако при использовании внешней памяти встроенная становится недоступной. Благодаря некоторым инструментам можно избавиться от этого ограничения. Безопасный режим. Безопасный режим загрузки PS Vita, который позволяет восстановить систему, обновить ПО, выполнить сброс настроек или отформатировать консоль. Используется при сбоях или проблемах с загрузкой. Чтобы в него попасть, необходимо выключить консоль, а затем зажать правый триггер, кнопку питания и PlayStation. Черный список у PS TV. Поскольку PS TV является урезанной вариацией Vita, совершенно неудивительно, что на ней нельзя запускать игры и приложения, которые для управления требуют сенсорный экран, камеры или заднюю панель. Также невозможен запуск игр, которые издатели или разработчики не выпускали официально для PS TV. По этой причине на ней нельзя поиграть в некоторые тайтлы с PSP и PS1. Среди известных представителей игр Uncharted, Gravity Rush
Unit 13, FIFA 13, 14 и 15, Escape Plan, 3 Assassin's Creed, Tearaway и множество других. Собственно, по представленному списку становится очевидно, насколько бесполезной была покупка Vita TV до ее взлома. Сейчас трудно понять, как в голову руководству Sony пришла мысль выпустить эту ревизию в продажу в таком кастрированном виде без систем-селлеров. Слава богу, позже случился взлом, так что в очередной раз спасибо пиратам за счастливое детство, а Ринни за плагин Anti-Blacklist Vita, который позволяет запускать на TV-версии все игры и делает ее покупку не такой бесполезной. Коды ошибок. Vita использует систему кодов ошибок для диагностики различных проблем, от сбоев программного обеспечения до аппаратных неисправностей. Коды ошибок в теории должны помогать пользователям и разработчикам понять причины этих самых ошибок. Но это только в теории. На практике же расшифровку большей части из кодов этих ошибок никто, даже, похоже, сама Sony, не задокументировали. Поэтому задокументируем мы. Ну или, по крайней мере, внесем немного ясности в расшифровке ошибок. Итак, структурно коды ошибок состоят из буквенного префикса, указывающего на природу ошибки, числа с кодом ошибки и еще одной цифры с порядковым номером или внутренним кодом отладки. Честно говоря, тут без пол-литра и не разобраться. Буквенных префиксов всего 8. К C0 относятся редкие и неизвестные ошибки, связанные с внутренними системными процессами. C1 — это ошибки в памяти или с работой приложений. C2 — критические сбои приложений и системы. C3 — ошибки в работе с файлами или файловой системой. C4 — сбои в работе аппаратных компонентов или драйверов. NV — ошибки сетевого подключения. Сам префикс означает Network. E — фатальные ошибки, связанные с повреждением прошивки или сбоями в PSN. Некоторые из таких ошибок могут вызвать перезагрузку системы. И, наконец, NP — ошибки, связанные с сетевыми сервисами PlayStation Network, которые возникают при проблемах с аккаунтом, лицензиями или синхронизацией трофеев. Ну что, стало лучше или может быть проще? Многие из известных ошибок могут возникнуть, как кажется, рандомно, так как их появление замечено как на прошитых консолях, так и на абсолютно чистых. Все сбои решаются по-разному. Какие-то можно устранить перезагрузкой, какие-то хард-ресетом, а какие-то, увы, только еврейской магией. Однако также существуют некоторые ошибки, способные заражать собой не только пользовательские, но и системные приложения. Что же остается делать в таком случае? Пожалуй, разве что только молиться. Кстати, этот пункт айсберга был предложен моим подписчикам из Телеграма, за что ему большое спасибо. А если и у вас есть чем дополнить это видео, заглядывайте в мою телегу и пишите комментарии тут. Любая полезная, интересная или просто более точная информация будет очень к месту. Неизвестный порт. Герой легенд и народного творчества. Неизвестный порт у самой первой ревизии Vita. Существует множество предположений относительно предназначения этого порта. Наиболее распространенное, что это гнездо могло быть использовано для вывода изображения на экран телевизора, как это было у PSP. Однако позже Sony сообразили, что с таким подходом все деньги мира им не заработать, и создали Vita TV, а программную поддержку данного порта не доделали или выпилили. Впрочем, истина оказалась гораздо более прозаичной. Как несложно догадаться из названия пункта в оригинальном айсберге, этот порт использовался, вернее мог быть использован для подключения так и не вышедших аксессуаров, что подтверждается официальной инструкцией к Vita. Или все-таки вышедших. На самом деле существуют прототипы аксессуаров для Vita, например, плата-адаптер USB, который можно подключать внешний накопитель и уже с помощью Vita Shell полноценно пользоваться им. Но на этом возможности порта не заканчиваются. Теоретически, если включить этот порт и подключить к нему, допустим, DualShock 3, Vita можно будет управлять с геймпада. Не до конца ясно, зачем это нужно, однако теоретически это возможно. Единственное официальное подтверждение использования этого порта есть только в документации Sony для Федеральной комиссии по коммуникациям в США, где он используется для подключения какого-то внешнего устройства, о котором мы уже в свою очередь поговорим на самых нижних слоях айсберга. А знаете, что еще интересно? Что такой же разъем использовали и камеры Lumix от Panasonic для передачи данных и подключения к компьютеру. Впрочем, распиновка у них отличается от распиновки у Sony, поэтому лучше не испытывать судьбу и не демонстрировать своей консоли Кузькину мать. Ну, если вы понимаете, о чем я. А вообще, кроме шуток, было бы очень интересно посмотреть на аксессуары для Vita. Даже ходят слухи, что работа над подобными аддонами ведется, однако ее результатов пока не видно. За помощь в составлении этого пункта большое спасибо команде разработчиков PG Community и отдельно Йоти за написание статьи про этот порт. Ссылка есть в источниках, и дополнительно я продублирую ее в телеге, поскольку русскоязычных материалов по теме практически нет. Панорамная камера. Скорее всего, речь идет о возможности снимать на Vita панорамные снимки. Такая функция была и есть у почти всех устройств с камерами. Также существует предположение, что в этом пункте говорится про внешний аддон, так и не выпущенный Sony. Однако лично я сомневаюсь в том, что такой аксессуар вообще планировался, так как Vita и так обладает двумя камерами, и зачем ей еще внешняя третья, решительно непонятно.
Воспроизведение первоначальной настройки. Функция повторного запуска первоначальной настройки, которую вы можете наблюдать при первом запуске консоли после хард-ресета. Инициировать запуск данной функции официально можно с помощью, собственно, форматирования системы в настройках или с помощью recovery меню, попасть в которое можно, зажав правый триггер, кнопки PlayStation и питания. Но также ходят слухи, что первоначальная настройка может запускаться при смене материнской платы или изменении региона консоли. Слой 3. Водная гладь. PlayStation Mobile. Платформа от Sony, запущенная в 2012 году, предназначалась для разработки и распространения инди-игр на Vita и сертифицированных Android-устройствах. Эмуляция PSP. Встроенный эмулятор PSP на PS Vita. Точность и производительность эмуляции была достигнута благодаря тому, что на процессоре консоли буквально стоял чип PSP. Также стоит сказать, что с помощью программы Adrenalin пользователи могут расширить функциональность встроенного эмулятора, например, повысив разрешение или добавив поддержку второго стика в некоторых играх. POPS. Кроме встроенного эмулятора PSP, Vita также способна запускать игры с первой плойки. Для улучшения совместимости и повышения стабильности работы есть плагин POPS Loader. Поддержка Pocket Station. Однако даже на официальной эмуляции PSP и PS1 разговор об обратной совместимости не заканчивается. Pocket Station — это довольно известное периферийное устройство для первой PlayStation. Оно представляло собой, как сейчас говорят, первый заход Sony в портативки, что в целом не совсем так. Pocket Station скорее была картой памяти с сохранениями для первой плойки или на крайняк часами, нежели чем-то еще. И хотя на Pocket Station было и несколько игр, и продалась она неплохим тиражом, она так и не была выпущена за пределами Японии. Уже после выхода Vita Sony объявили, что Pocket Station будет совместима с ней благодаря специальному приложению Pocket Station App. Интеграция с Facebook. Функция, позволявшая связывать консоль с аккаунтом Facebook, чтобы делиться со своими друзьями, если таковые имелись, своими игровыми достижениями. В 2015 году приложение Facebook было удалено из магазина, а вслед за ним исчезла и возможность интеграции. Google Maps. Внезапно Google карты для Vita. Ходят слухи, что они были предустановлены на ранних версиях системы, но позже поддержка была прекращена и приложение стало недоступно для использования. Однако, скорее всего, в айсберге допущена ошибка, и этот пункт подразумевает приложение Maps, которое на сегодняшний день также кануло в небытие. Впрочем, не исключено, что это приложение для навигации использовало именно карты от Google. YouTube. Официальное приложение YouTube для Vita, позволяющее просматривать видео. Поддержка была прекращена в 2015 году, а легального способа загрузки и запуска теперь не существует. Skype. Официальное приложение Skype для PS Vita. Для зумеров, которые смотрят это видео, просто напоминаю, что в незапамятные времена, еще до взлета популярности этих ваших дискордов и зумов, существовал самый лучший файлообменник под названием Skype, которым пользовались, если не все, то большинство уж точно. От простых офисных глистов, устраивающих созвончики, чтобы посовещаться, до ребят, снимающих антигрифер-шоу. Приложение Skype было и на Vita, однако в 2016 году его поддержка также была прекращена. Регистрация. В этом пункте описан процесс регистрации новой учетной записи PlayStation Network через PS Vita. Регистрация позволяет пользователям получать доступ к онлайн-сервисам, загружать игры и приложения, а также участвовать в многопользовательских играх. Весной 2019 года Sony лишила игроков возможности пользоваться благами подписки PS Plus на PS3 и PS Vita. Слухи же о полном прекращении работы онлайн-магазина для этих консолей ходят уже достаточно давно, и хотя очевидно когда-нибудь это произойдет, пока что, слава богу, все если и не цветет, то хотя бы работает. Кросс-контроллер. Функция, которая позволяет использовать Vita в качестве геймпада для третьей плойки, а также предоставляет дополнительные возможности, например, использование сенсорного экрана и гироскопа. Также существует плагин, позволяющий использовать Vita в качестве контроллера для ПК. Впрочем, это уже совсем другая история. AVLS.
она же Automatic Volume Limiter System. Встроенная функция, не позволяющая таким отважным людям, как я, портить свой слух высокой громкостью. VLS запрещает пользователю поднимать громкость выше порогового значения. Конечно же, лимитер можно отключить, если зайти в настройки. Правда, через некоторое время он включится обратно. Бессмысленность VLS невозможно переоценить. Слава богу, существуют плагины, позволяющие выпилить его насовсем, без жалости и сожалений. Карточки дополненной реальности. Причина, которая сделала Vita дороже. Набор из 6 карточек для дополненной реальности, поставляемых вместе с PS Vita. Карточки используются в некоторых играх и приложениях для отображения виртуальных объектов и взаимодействия с ними в реальном пространстве через камеру консоли. В наши дни на Android даже есть специальное приложение, с помощью которого эти карточки можно эмулировать. Теперь осталось дождаться, когда наконец на Android выпустят приложение, которое заставит тебя найти себе работу, а не заниматься всякой чепухой с черно-белыми карточками. Стоп. Так ведь уже выпустили. Слой 4. Ледяное течение. SD to Vita. Адаптер для microSD карт, позволяющий использовать их в качестве основного хранилища на PS Vita, является самым популярным решением по расширению пространства хранилища для прошитых консолей благодаря удобству использования и своей дешевизне. Первая версия SD to Vita представляла собой печатную плату, которая вставлялась в слот картриджа без фиксации в нем. На первых порах энтузиасты колхозили такие решения самостоятельно, а уже после появились горячо любимые всеми адаптеры в пластиковом корпусе с фиксацией и поддержкой механизма извлечения. В данный момент у китайцев широко распространены две версии SD to Vita – черные и белые. Белые красивее, но черные работают лучше. Извините. Перезаписываемые картриджи. В этом пункте речь идет, как нетрудно догадаться, о концепции перезаписываемых картриджей с играми для Vita. Несмотря на то, что картриджи официально считаются не перезаписываемыми, на самом деле они имеют раздел GRV0, куда могут записываться сохранения и патчи. Также у каждого картриджа есть раздел Media ID, который консоль использует для отслеживания замены картриджа в спящем режиме. Система записывает туда случайное число перед погружением в сон и сверяет его при пробуждении. Если число не совпадает, это означает, что картридж заменили. Теоретически было возможно переписать даже основное содержимое картриджа, например, саму игру, так как по своей конструкции и структуре они были похожи на SD-карты. Но встроенный контроллер запрещает запись, и официально картриджи остаются только для чтения. Однако известно, что Sony использовала пустые картриджи для записи тиражей игр, что косвенно подтверждает их потенциальную перезаписываемость. Официальный эмулятор Neo Geo. Ходили слухи, что для Vita могли разработать официальный эмулятор той самой консоли для москвичей под названием Neo Geo. Даже представить не могу, на чем эти слухи были основаны, однако никакой официальный эмулятор так и не увидел свет. Как всегда, зарешали энтузиасты, которые выкатили эмулятор Neo Pop Vita, а также ядро в RetroArch. Food. Мы спускаемся все глубже, и вот мы уже подошли к тому пункту айсберга, который предзнаменует начало чего-то страшного, например, отсеиванием большей части гуманитариев, смотрящих это видео. Отсюда и далее я постараюсь объяснять все простым и доступным языком, однако могу допускать ошибки. Если знающие люди поправят меня в комментариях, я буду очень признателен и в закреп добавлю корректную информацию. Итак, согласно сведениям от команды Molecule, у PS Vita есть 4 различных уровня безопасности. Уровень 2 – Userland Kernel, уровень 1 – Trust Zone, уровень 0 – Food. Так что же такое Food? Это низкоуровневый криптопроцессор цепочки безопасности Vita, отвечающий за проверку подлинности кода, шифрование и загрузку системы. Иначе говоря, мозг защиты Vita. Его роль состоит в проверке лицензий, и он, как я понял, представляет собой первую оборону, еще до того, как у загружаемого пользователем контента появится доступ к другим подсистемам. 1 февраля 2017 года Food официально был взломан одним из членов команды Molecule, XYZ. Именно этот взлом впоследствии привел хакеров к созданию кастомной прошивки в нашем сегменте интернета, известной как неслетайка. Также, благодаря взлому Food, появился инструмент ReFood, позволяющий запускать игры с прошивки 3.69 на более старые 3.60. PUB. Он же PlayStation Update Package. Формат файла архива с обновлением для PS Vita. Файлы с расширением .pub содержат данные для обновления разных разделов системы. Если распаковать такой архив, можно получить образ диска для обновления каждого из разделов файловой системы, о которых мы поговорим ниже. UD0.
Один из системных разделов файловой системы PS Vita. Обычно он не заполнен ничем, так как этот раздел используется системой для хранения временных файлов и обновлений. Именно сюда копируется файл обновления, а после система перезагружается. Доступ к этому разделу охраняется защитой от дурака, а несанкционированное вмешательство может привести к нестабильной работе всей системы. Как вы понимаете, никакие слова и предупреждения не остановили хакеров, раз этот айсберг вообще существует. UX0. UX0 — это основной раздел файловой системы PS Vita, используемый для хранения установленных игр, приложений и данных пользователя. Как правило, в UX0 монтируется карта памяти. OS 0. Низкоуровневый раздел файловой системы PS Vita, содержащий операционную систему, а также критически важные компоненты загрузчика и ядра системы. VS 0. Еще один раздел файловой системы Vita, в котором содержится большая часть предустановленных приложений, а также остальные файлы операционной системы и пользовательские библиотеки. PD 0. Раздел, в котором хранится приветственная мини-игра с обучением пользованию консолью, музыка из Live Area и анимация, которая проигрывается при запуске. VD 0. В этом разделе файловой системы хранятся файлы реестра и конфигурации системы. SA0. SA0 содержит в себе статические системные данные, которые редко изменяются, например, шрифты и словари, благодаря чему уменьшается средний размер обновления. TM0. Последний раздел файловой системы Vita, который используется для загрузки в него информации о лицензии, активации учетной записи PSN и так далее. Rejuvenate. Rejuvenate — это первый нативный хак Vita, который работал на версии прошивки 3.51. Он был обнаружен в PSM Development Assistant и позволял запускать некоторые Homebrew. Однако Rejuvenate так и не снискал популярности, поскольку Sony оперативно закрыли возможность получать лицензии разработчика PlayStation Mobile, а без нее использовать эксплойт было просто невозможно. И хотя позже эту проблему и смогли решить с помощью поддельных лицензий, Rejuvenate оставался слишком неудобным решением. Он не открывал возможность пиратить, требовал постоянного подключения к ПК или Android-устройству, а процесс запуска Homebrew приложений и эмуляторов занимал около минуты. Несмотря на то, что Rejuvenate не оправдал ожиданий и не открыл возможности полноценно пиратить, он стал отправной точкой для дальнейших исследований, которые впоследствии приведут к взлому консоли. Henkaku. Он же Hen, самый первый полноценный взлом Vita, релизнутый в 2016-м. Он предоставлял полный контроль над системой и позволял устанавливать Homebrew. Только был один нюанс. Hen работал только до перезагрузки консоли, и его нельзя было активировать без доступа к сети, так как взлом устанавливался через специальный сайт. Решение нашел разработчик под ником XYZ. Он интегрировал эксплойт в приложение с почтой. Открытие полноценного взлома подтолкнуло сообщество Vita к организации конкурсов для привлечения внимания к консоли. Первым таким конкурсом стал Gekki-Hen. Слой 5. Глубокий лед. Mail-Trick. В сентябре 2015-го хакеры представили новый взлом, получивший название Mail-Trick. Он позволял записывать данные в любую область карты памяти, а оттуда и в систему консоли. Благодаря ему пользователи получили возможность кастомизировать свою Vita с помощью создания своих пузырей и кастомных тем, а также смогли устанавливать Package Installer, разблокировать игры из черного списка PS TV и менять регион устройства. Для активации этого эксплойта было необходимо отправить себе электронное письмо и открыть его с консоли. Tai-Hen. Tai-Hen — это расширенный фреймворк, который позволил разработчикам создавать плагины и модификации, а также вносить изменения в ядро системы. Интересным также является то, что Tai-Hen был основан на Substitute, фреймворке для jailbreak iOS. Tai-Hen стал одним из самых важных этапов в истории взлома Vita, так как кроме возможности вносить модификации в систему, он позволял еще и передавать VPK файлы через USB. Ранее пользователям приходилось маскировать их под музыку, переименовывая в MP3, чтобы переместить на консоль. А также взлом способствовал выпуску Adrenaline от Deflow. Enzo.
Несмотря на появление Хинкаку, Sony активно продолжали вставлять палки в колеса пиратскому сообществу, выпуская свежие, более защищенные версии прошивки. Таким образом, прошивка под версией 3.60 стала буквально неприступной крепостью. Однако нет ничего, что хакеры бы не смогли сломать. Новым взломом стал Enza, который вышел в 2017-м, ровно год спустя после Хинкаку. Именно Enza сделал Хинкаку неслетаемым, то есть не требующим повторной активации после каждой перезагрузки. Enza стал краеугольным камнем будущего всей пиратской сцены Vita, так как следом за ним появился доступный адаптер для microSD карточек, а также перед пользователями открылась возможность установки безопасных версий игр благодаря плагину NoNPDRM от DevFlow. С помощью NoNPDRM можно было делать полностью нетронутые дампы игр. В будущем пиратский корабль Vita поплывет еще дальше. Появится возможность разгонять процессор консоли и стримить изображение на компьютер и обратно с помощью Moonlight и PC-Link. PDEL-1000. Внутреннее кодовое название комплекта разработчика, также известного как DevKit. DevKit используются разработчиками для создания и тестирования игр перед стартом продаж консоли. Компания Sony рассылала и продавала их тем, кто планировал разрабатывать свои игры на Vita. DevKit Vita отличается от розничной версии наличием дополнительных портов, таких как HDMI-выход, мини-USB для отладки и гнезда питания, а также наличием довольно красноречивой и исчерпывающей надписи «Не для продажи». Был выпущен в октябре 2011 года, незадолго до релиза самой первой ревизии консоли. В наши дни DevKiты почти любых консолей представляют коллекционную, историческую, но не практическую ценность для обычного юзера. На Reddit также существует тред, где один парень рассказывает, как дать обычной консоли функционал DevKita. Ссылку на него я оставлять не буду, поскольку если вы действительно в этом нуждаетесь, спойлер, нет, вы не нуждаетесь, вы сможете найти его самостоятельно. Но я ни в коем случае не рекомендую вам калечить свою игрушку и подвергать ее риску стать кирпичиком. Наслаждайтесь непониманием. Счастье в неведении. PTEL-1000. Внутреннее кодовое название тестового комплекта для, как нетрудно догадаться, тестеров. Был выпущен в апреле 2012 года. В отличие от DevKit, тестинг-кит внешне ничем не отличается от розничной версии консоли. Тест-киты в целом очень близки к ритейл-версиям, однако в сравнении с ними имеют расширенный функционал. В отличие от DevKit, в линейке тест-китов существовала модель, повторявшая дизайн Slim-версии Vita, но об этом глубже. Настройки отладки. Это меню, доступное в настройках системы Dev и тест-китов Vita, которое предоставляет разработчикам доступ к дополнительным настройкам и инструментам для отладки приложений. В настройках отладки можно выбрать режим работы DevKit, собственно, режим разработчика или ритейл-режим, предназначенный для тестирования. Кроме того, в этих настройках можно эмулировать передачу данных, изменять настройки региона и даже, похоже, играться с мертвой зоной стиков. Установщик пакетов. Приложение на DevKitах, которое позволяет устанавливать пакеты программ, пакеджи и файлы на Vita, используется разработчиками для установки и тестирования собственных приложений. Предпросмотр общего магазина. Приложение на DevKitах позволяет просматривать общий каталог PS Store, используется для проверки доступности и отображения контента в разных регионах. Предпросмотр внутриигрового магазина. Приложение, выполняющее аналогичную функцию, однако необходимое уже для проверки непосредственно внутриигрового магазина. Проверка. Функция в меню отладки, используемая для проверки параметров системы или приложений. Мини-настройки. Всего лишь ярлык дебаг настроек. Ничего особенного или удивительного. Все те же настройки отладки присутствуют и в обычном пузыре с настройками, однако тут, видимо для удобства, вынесены в отдельное приложение. Ассистент разработки PlayStation Mobile. Инструмент для разработки приложений для PS Mobile на Vita. Также позволяет запускать, тестировать и проверять приложения. Как уже говорилось выше, именно брешь, обнаруженная в PSM Development Assistant, позволила создать первый хак для Vita. CEX. Аббревиатура для обозначения ритейл-версии консоли. Расшифровывается как Consumer Kit. Также означает версии прошивки, к которым относятся все консоли, продававшиеся в розничных магазинах. DEX.
Аббревиатура для обозначения версий консолей, предназначенных для тестеров и разработчиков. Также данная аббревиатура применяется в контексте разговора о прошивках. DEX прошивками называют версии прошивки для дев и тест-китов. Про них мы уже говорили выше и еще точно поговорим дальше. NP. NP — это пользовательский режим работы с PlayStation Network, предназначенный для обычных пользователей ритейл-версии. Этот пункт также может отсылать к NP-DRM, формату лицензионных игр, которые вы официально можете приобрести в магазине Sony. Сообщение об истечении срока активации DevKit. Сообщение, которое появляется на DevKit Vita в левом нижнем углу. Дело в том, что для полноценной работы Dev или тест-кита необходимы ключи активации, которые предоставляет сама компания Sony своим и лицензированным студиям на 90 дней. То есть даже имея DevKit, вы не сможете им полноценно пользоваться до тех пор, пока или не получите ключ активации от самой Sony, что в наше время мне представляется задачей невероятной, либо не найдете способ эту самую защиту обойти. Иначе говоря, не покупайте DevKit, если не понимаете, зачем он вам нужен и как с ним обращаться. Оставьте это мне. Слой 6. Дно айсберга. Витамин против MyDump. Витамин и MyDump — это два способа устанавливать игры. Их ключевое отличие в том, что Витамин устанавливал игры в формате VPK, что требует в 2 раза больше места, чем MyDump, который устанавливал их как папки. Несмотря на удобство, быстроту и экономию места на карте памяти, у MyDump был критический недостаток. В нем было нельзя проверять безопасность файлов, из-за чего некоторые его сборки содержали вредоносный код, который был способен убить систему, удалив важные файлы. H-Encore. Название эксплойта, появившегося спустя 2 года после Хенкаку. Он был более традиционным, поскольку работал благодаря сейвам из демо-версии игры Bitter Smile. H-Encore стал еще одной точкой входа в систему, открывшей дверцу для установки кастомной прошивки. App Home. Еще одно приложение на DevKit'ах, предназначение которого для многих людей остается туманным, поскольку при попытке его запуска все, что вы сможете получить, лишь сообщение об ошибке. Впрочем, у этого есть простое объяснение. Приложение App Home — это всего-навсего лаунчер, с помощью которого вы можете запустить пакет с игрой или программой для Vita и протестировать ее функции. Для работы App Home без ошибок необходимо подключение к ПК через встроенный инструмент Neighborhood. Инструмент для разработчиков, который позволяет им взаимодействовать с Dev и тест-китами консоли PlayStation и соединять их с компьютером для передачи файлов, отладки и выполнения кода, что упрощает процесс разработки. Neighborhood используется почти на всех DevKit'ах консоли от Sony. HDMI-выход. Как было сказано ранее, у DevKit Vita на борту есть HDMI-выход, с помощью которого разработчики могут выводить изображение с консоли на экран телевизора или монитора. Также HDMI-выходом оснащена и версия PS TV. Порт mini-USB. Mini-USB-порт, которым обладает DevKit Vita, предназначен для отладки и настройки. Загрузчик контента. Один из пунктов меню внутри дебаг настроек на Dev и тест-китах предназначен для скачивания на консоль различного контента с личного HTTP сервера. Насколько я понял, это встроенный аналог FTP, только для Dev-китов. Режим разработчика. Режим разработчика, включить который можно через дебаг настройки, предоставляет доступ к дополнительным функциям и инструментам, необходимым для создания и тестирования приложений на Vita. Доступен только на DevKit'ах. Информация об активности данного режима отображается в левом верхнем углу. Релизный режим. Второй режим, доступный для выбора в дебаг-настройках, предназначен для оценки функционала приложения в режиме, близком к работе ритейл-версии консолей. Host 0. Мне кажется, вы соскучились по разделам файловой системы, а если нет, то вам точно стоило бы. Итак, Host 0 — это виртуальный диск, который используется в среде разработки для связи между консолью и компьютером разработчика. Host 0 позволяет напрямую передавать файлы между устройствами, что облегчает процесс разработки и тестирования. Процессор связи.
Кроме основного процессора, у Vita есть отдельный процессор, отвечающий за коммуникационные функции, такие как Wi-Fi, Bluetooth и 3G. Процессор связи обеспечивает постоянное соединение с сетью и другими устройствами, минимизируя нагрузку на основной процессор и экономя батарею. Портативная консоль следующего поколения. NGP — это кодовое название, которое расшифровывается как Next Generation Portable, и которым Sony окрестила Vita до ее официального анонса. Это название отражало стремление компании создать уникальную консоль с передовыми возможностями и бесполезными гиммиками. Забавно, конечно, получается, что до релиза у нас Next Gen портативка, на релизе у нас Vita, что переводится как жизнь, а после релиза, сами понимаете. Официальный переключатель аккаунтов. Скорее всего, в этом пункте говорится о том, что Sony гипотетически могла создать инструмент для смены учетных записей на консоли, чтобы пользователи могли без каких-либо проблем менять аккаунты. Впрочем, вы что, не знаете Sony? Оказалось, что делать официальный переключатель аккаунтов не в их духе, поэтому, чтобы сменить учетку на Vita, необходимо сбрасывать ее к заводским настройкам, или просто воспользоваться соответствующим приложением от пиратов. Вау, как все просто-то оказывается. Слой 7. Тень айсберга. VitaDock. Очень амбициозный проект и одна из самых громких афер в истории Vita. VitaDock представлял собой док-станцию, которая должна была превратить Vita в Switch посредством передачи изображения на телевизор. Краудфандинговая компания собрала $17 тысяч, однако спустя время ее главное лицо загадочно исчезло вместе с собранными деньгами. Уже позже другой учредитель проекта извинился и пообещал всем вернуть деньги. Спойлер, так и не вернул. Последнее, что осталось от VitaDock — его код, который слил разработчик проекта, так и не получивший свою оплату. Этот шаг позволил создавать пользователям док-станции на основе Raspberry Pi. DEM3000H. Прототип DevKit. Надо же, и такой кошмар бывает. Выглядит как PSP Go, только уже традиционно хуже, и является улучшенной версией другого прототипа DevKit DEM3000G. Основными нововведениями стали повышение производительности графического процессора примерно на 10-20%, а также исправление некоторых ошибок. NPXS 19999. Это Title ID одного из скрытых системных приложений на Vita, который не имеет ни иконок, ни обложки. И совершенно неудивительно, поскольку этот идентификатор принадлежит главной оболочке Vita — SCA Shell, которая является чем-то вроде проводника на Windows. Соответственно, SCA Shell имеет расширенные привилегии, которых нет у обычных игр. Он может устанавливать программы, управлять доступом к файловой системе и выполнять скрытые системные команды. Слот под SD-карту. У ранее рассмотренного нами прототипа DevKit DEM3000H, если верить фотографиям консоли, была поддержка чтения карт памяти в формате SD, что как бы намекает нам на то, что Sony могли реализовать подобную возможность и в ритейл-версии Vita. Впрочем, получилось как обычно. На самом же деле, если отбросить какие-либо приколы, то становится очевидным, что такая компания, как Sony, не смогла бы позволить себе не наполнить свое устройство всякой проприетарной шляпой. И дело, честно говоря, даже не в Sony. Так бы сделала любая компания на ее месте. Времена были такие. Правда, кто бы мог подумать, что это в итоге станет одной из причин гибели консоли. Да ладно, что-то мы отвлеклись. Кроме гипотез о крысоватости корпорации Sony, данный пункт также может подразумевать и модификацию для 3G-версии Vita под названием PSV SD. Суть проста. Если вы не хотите пользоваться 3G-модулем, вы можете с чистой совестью выкорчевать его и вставить вместо него данный аддон, который уже, в свою очередь, позволит вам ставить дополнительную microSD-карту. Зачем это нужно в 2025-м, бог его знает. Однако я знаю людей, которые данной модификацией пользовались в те времена, когда память стоила дорого, а SD-то Vita еще не существовало. Cobra Blackfin. Cobra Blackfin — очень амбициозная, но провальная попытка пиратства на PS Vita, появившаяся в конце 2015 года, еще до взлома консоли. Этот аксессуар использовал P2P-систему для раздачи игр через интернет. Blackfin состоял из двух частей — специального картриджа-эмулятора и ридера для картриджей, который подключался к ПК. Игры загружались в формате образа диска на microSD внутри Blackfin картриджа, но для их запуска требовалось соединение с сервером, где другая Blackfin-система запускала игру с лицензионного картриджа. По сути, игроки делились друг с другом легальными копиями игр.
Cobra Blackfin стала провальной по целому ряду причин. Для ее работы требовалось, чтобы кто-то постоянно держал игру в ридере, из-за чего уже библиотека игр была довольно маленькой, а сам донгл стоил достаточно дорого. Наконец, риск получить блокировку консоли при использовании такого аксессуара был очень высок, так как Sony могла отследить пользователей P2P сети. Впрочем, несмотря на все, Blackfin стал уникальным экспериментом, которому все-таки удалось обойти защиту консоли, чем он и примечателен. Установщик пакетов на ритейловых консолях. Мы уже обсуждали Package Installer на неритейловых версиях консоли, однако мало кто знает, что и на обычных консолях такое приложение есть, но оно скрыто от посторонних и слишком любопытных глаз. Впрочем, от любопытных глаз ничего не скрыть, поэтому и тут пираты и энтузиасты залезли туда, куда их не просили, и нашли способ возвращения изначального функционала на консоль. Package Installer на ритейловых консолях может быть использован для установки файлов игр и приложений с расширением .pkg. Демонстрационный режим. Он же прошивка киоск. Демо-мод — это режим, в котором вы не можете играть во что-то, кроме демо-версии, или более 5 минут. Консоли с постоянно активным демо-режимом, вероятнее всего, были украдены со стендов выставок и различных ивентов. В интернете существует несколько способов избавиться от проклятия демонстрационного режима. Некоторые из них помогают временно, и консоль сама перезагрузится через 5 минут. Другие — только до следующего выключения консоли. А третьи же насовсем перепрошивают демонстрационную версию консоли, превращая ее в обычный ритейл. Демонстрационный режим можно включить и на обычной розничной модели, однако для этого необходим специальный картридж и полное отсутствие здравого смысла, разве что только с исследовательским интересом. Ну и да, информация о режиме отображается в правом нижнем углу. Режим показа. Режим доступный только на тест-китах. В нем все работает так же, как и в обычном режиме, однако закрыта возможность выходить из запущенной игры или приложения, а кнопки питания и PlayStation отключены. Вернее, не совсем отключены. На самом деле, если удерживать кнопку PlayStation, вы сможете выйти из приложения, а если удерживать кнопку питания, консоль принудительно выключится. Чтобы выйти из шоу-мода, необходимо, будучи на главном экране, зажать левый и правый триггеры, крестовину вправо, старт и кнопку питания. SP-Int. Второй режим работы с PSN, предназначенный для разработчиков и доступный только на приставках с DEX прошивкой. Используется такими компаниями, как Infinity Ward, Treyarch и другими для разработки игр. Иконка приложения PS4 Link на версии 3.63. PS4 Link — это приложение для удаленного подключения к PlayStation 4. В версии прошивки 3.63 иконка PS4 Link была изменена. В данном пункте айсберга, скорее всего, говорится о старой иконке. Даже странно, что этот пункт находится так низко. Ethernet адаптер у DevKit. Как-то раз один парень попросил меня сделать видео про аддоны и аксессуары для Vita. Что ж, мужик, я надеюсь, ты досмотрел до этого момента. Данный адаптер поставлялся в комплекте с DevKit'ами и подключался к хорошо знакомому и любимому всеми нами всратому и проприетарному гнезду зарядки. Его нельзя использовать вместе с тест-китом. Слой 8. Начало бездны. Ethernet адаптеру тест-кита. Тот же самый адаптер, предназначенный для подключения к тест-киту и поставляемый вместе с ним. Главное отличие от аналогичного адаптера из DevKit — на нем присутствует дополнительное гнездо для внешнего питания. Как я понимаю, это и есть причина, по которой Ethernet адаптер от DevKit не будет работать с тест-китом, потому что его USB-выход просто не даст достаточно тока для работы адаптера. Кстати, об этом нет никаких сведений в оригинальном айсберге, однако и для розничной Vita можно создать или купить Ethernet адаптер, в зависимости от того, какая у вас версия консоли. Так, в случае, если вы являетесь счастливым владельцем слимки, вы можете просто купить такой адаптер на маркетплейсах. Программная поддержка такого адаптера обеспечивается установкой специальных плагинов на саму консоль. Впрочем, если вы надеетесь использовать Ethernet адаптер для игры в еще оставшемся в живых онлайне, поспешу вас расстроить. Мультиплеер все так же будет работать через Wi-Fi. Короче, инструкции по созданию такого адаптера и его подключению я опубликую в своем телеграм-канале. PT-EL 2000. Внутреннее кодовое название второго тестового комплекта. Внешне идентичен Slim версии Vita. Был выпущен в сентябре 2013 года. Prod QA.
Сокращение от Production Quality Assurance. Prod QA — это среда выполнения и режим работы с PlayStation Network, предназначенный для тестирования игр и обеспечения качества продукции перед релизом. Этот режим доступен только если консоль имеет DEX прошивку или является консолью с маркером QA. 0x32a. Признаюсь честно, изначально этот пункт был для меня самым сложным при объяснении айсберга, потому как информации о нем в открытом доступе просто нет. И знаете почему? Потому что Sony выпилила всякое его упоминание в интернете, а также уничтожила всех свидетелей и сожгла мосты. Спасибо богу за веб-архив. Итак, данный пункт — это легендарный мастер-ключ безопасности криптопроцессора FUT, который защищает все остальное. Для понимания, именно факт его раскрытия подтолкнул хакеров к дальнейшему джейлбрейку консоли. А самое смешное, что этот ключ настолько же прост и глуп, насколько и гениален, из-за чего он даже стал в какой-то степени мемным. Ну, чтобы вы понимали, главный ключ безопасности всей системы — это просто 0x32a. Это буквально как разработать сложнейшую систему защиты, но сделать ее паролем 123. Настройки IDU. Для начала разберемся с тем, что такое IDU. IDU — это аббревиатура, обозначающая In-Store Demonstrating Unit. Так называют демонстрационные модели Vita, которые располагаются на специальных стендах в магазинах. У подобных консолей в настройках присутствует дополнительный пункт. Кроме уже рассмотренного контент-данлоудера, там также есть возможность выбора поведения кнопки с кругляшком, выбора устройства вывода звука, форматирования и проверки карты памяти. Встроенные кастомные темы. PS Vita поддерживает установку различных кастомных тем от пользователей, а самые умелые и искушенные всегда могут создать свою. В самих темах можно полностью изменять интерфейс системы и адаптировать его под себя. И речь идет не только про обои и картинку на экране блокировки, а про все вообще, включая иконки, обложки, индикаторы, фоновую музыку и так далее. Для всех интересующихся ссылку на гайд по созданию собственной темы прикреплю в своем телеграм-канале в комментариях под постом с этим видео. Также, возможно, Sony хотела добавить возможность добавлять кастомные темы для своего устройства изначально, однако этого так и не случилось. Официальные драйвера для DualShock 3 на ПК. Скорее всего, речь идет про официальные драйверы для контроллера DualShock 3, которые позволяют использовать его на ПК. Данный драйвер называется SCE Wireless Controller Driver, и он позволяет соединять третий DualShock с ПК через USB или Bluetooth. Также существуют и сторонние решения, такие как DS HID Mini, которые предлагают больше функций и имеют улучшенную поддержку на современных системах Windows. В контексте айсберга, посвященного Vita, данный пункт также может говорить про плагин, с помощью которого можно подключить Vita к компьютеру и использовать уже ее в качестве беспроводного геймпада. Пожалуй, не самое лучшее решение, впрочем, чем черт не шутит. WebSample. Удаленная в версии 3.50 системное приложение. По интернету гуляет одноименный VPK-файл размером в 100 килобайт, который позволяет вернуть это приложение назад. И, похоже, это всего лишь заглушка для браузера. Слой 9. Темноводие. Kadokawa. Kadokawa Games — японская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр. Она является дочерней компанией Kadokawa Corporation, крупного медиаконгломерата, известного издательством манги, аниме и, конечно же, игр. Kadokawa Games выпустила около 20 тайтлов для Vita, которые представляют из себя чистую и концентрированную японщину, визуальные новеллы, RPG и другие проекты, характерные для японского геймдева. Дополнительная информация о системе. Скрытое меню в настройках на Vita, предоставляющее расширенные сведения о системе, сборке, номере ревизии, активированном режиме, разделах файловой системы и куче других технических подробностей. Чтобы попасть в это меню, необходимо зайти в настройки, система, информация о системе, и уже в этом окне зажать левый и правый триггеры, а также крестовину влево и квадратик в течение 5 секунд, а после сразу же нажать кнопку «Старт». Так, ручки на стол. Не спеши расчехлять свою Виту. Данный способ, похоже, работает
только на старых прошивках, так как лично у меня не получилось его воспроизвести на своей консоли. Однако на сайте PS Dev Wiki, откуда я натаскал почти весь этот ролик, есть новый гайд, как попасть в это меню, но он требует какой-то пальцевой эквилибристики, которую мне лень практиковать. Я и так выход видео на 2 месяца затянул. В общем, актуальная комбинация клавиш сейчас на экране. А если тебе лень, всегда есть плагин Seasident, который отобразит желанную информацию без риска для твоих конечностей. Ссылочка на него также будет в моем телеграме. Пузырь фальшивого установщика пакетов. Внутренняя функция, присутствующая в DevKit'ах Vita. Ранее рассматриваемое нами приложение Package Installer, используемое для установки пакетов на устройствах разработчиков, внутри компании получило название Fake Package Installer. Данное приложение предназначено для установки так называемых фейковых пакеджей файлов, которые используются в процессе разработки и тестирования. PSP 2. Это неофициальное название, использовавшееся в СМИ и среди разработчиков для обозначения преемника PSP до его официального анонса. В январе 2011 года на мероприятии PlayStation Meeting Sony представили новую портативную консоль под кодовым названием NGP, о чем мы говорили выше. И, казалось бы, почему этот пункт вообще находится так низко? Ну, давайте разбираться. В оригинальном айсберге этот пункт написан с маленьких букв, и это вряд ли опечатка или невнимательность составителя. Что, в свою очередь, уже наводит на мысль, что PSP 2 имеет отношение не непосредственно к преемнику первой портативки от Sony, а к чему-то большему. Или же наоборот меньшему. Не буду томить, никаких секретов тут в общем-то и нет. Значение PSP 2 очень часто используется внутри самой Vita, в различных каталогах, адресных строках, а также в названиях системных файлов. Если же вернуться к изначальной теме обсуждения и сразу же от нее уйти в философствование, можно немного поразмышлять о том, почему Vita не была названа PSP 2. Среди наиболее распространенных догадок — желание Sony дистанцироваться от бренда PlayStation Portable и создать что-то новое, поэтому в качестве коммерческого названия они выбрали именно Vita. Хотя, очевидно, стоило бы Mortis. Если бы Vita называлась как-то иначе, ее судьба, конечно, вряд ли бы сложилась по-другому, однако и у линейки стационарных консолей не всегда все было замечательно и гладко, если вы помните. Впрочем, это тоже совсем другая история. Неиспользуемое сообщение в ядре безопасности. Данное сообщение было обнаружено внутри зашифрованного файла ядра безопасности Vita, и оно гласит: «Поздравляем! Наконец-то вы добрались до ядра безопасности PS Vita. Я уверен, вы никогда не увидите это сообщение. Ха-ха». Сообщение, вероятно, было оставлено разработчиками Sony в качестве пасхалки, подразумевая, что доступ к открытому тексту ядра безопасности не предусмотрен для пользователей, и, видимо, наивно полагая, что никто и никогда не сможет его найти. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Однако это еще не все. Когда данное сообщение было открыто после взлома ядра безопасности, Sony в попытке залатать дыры выпустила новую прошивку, которая содержала новое, уже более агрессивное сообщение, гласившее: «Поздравляем, вы получили повестку. Увидимся в суде. Лол». Слой 10. Затерянные глубины. Режим производства. И еще один из режимов работы Vita, используемый на этапе производства и предназначенный для тестирования устройств. В режиме производства консоль автоматически запускает диагностические тесты и не поддерживает запуск игр. Поскольку режим производства включается на уровне процессора FUT, отключить или же включить его без помощи лицензированного отладочного устройства от Sony просто невозможно. Судя по всему, несколько счастливчиков в интернете обладают версией консоли с активированным режимом производства. И хотя играть на таких консолях все же можно, если установить кастомную прошивку, такие консоли скорее можно отнести к редким экспонатам, место которым в музее. Настройки песочницы. Песочницей называется изолированная среда, предназначенная для ограничения доступа приложений к системным ресурсам во избежание сбоев и нарушений безопасности. В контексте Vita этот пункт, скорее всего, обозначает настройки, связанные с системой ограничений на консоли, которые не позволяют приложениям делать что-то, на что у них нет прав. Таким образом, у каждого приложения есть свой уровень привилегий. Игры, например, не могут устанавливать другие приложения или менять файлы системы, а вот некоторые системные программы могут. Sony использовала дополнительные меры защиты, чтобы усложнить взлом консоли. Система рандомно меняла расположение данных в памяти и подделывала таблицы вызовов. Первый публичный взлом Rejuvenate подтвердил, что выйти за границы этой песочницы было невозможно. Скорее всего, настройки песочницы тестировали или настраивали систему ограничений консоли.
Тема из главного меню в прошивке 0990. Для начала о том, что за 0990, потому как отдельного пункта об этом автор почему-то не предусмотрел. На самом деле все просто. Это один из прототипов прошивок, который можно установить на некоторые дев-киты. Среди ключевых отличий от финальной прошивки при запуске консоли отображается словесный логотип PlayStation. Анимация открытия приложений медленнее, отсутствуют звуки для одних действий, а для других, например, перелистывание главного меню, они другие, более гипертрофированные. В этом же пункте айсберга речь идет о иной версии музыки на главном экране. Собственно, да, музыка на прошивке 0990 действительно отличается от того, что мы получили на релизе консоли. Сам трек вместе с другими интересными материалами из видео я выложу в своей телеге. Музыка из NieR в прошивке 0990. Приложение NieR — это приложение для социальных взаимодействий. С его помощью можно было находить игроков, также играющих на Вите рядом, узнавать, во что играют ваши друзья и делиться с ними внутриигровыми предметами. Поддержка NieR была прекращена в июне 2017-го, однако это просто исторические справки. Как нетрудно догадаться из названия пункта, в прошивке 0990 в NieR тоже была другая музыка. Прототип иконок приложений. Кроме всего перечисленного выше, в прошивке 0990 отличались все иконки. Например, другими иконками обладали браузер, приложение с трофеями и приложение апатия. В последующих версиях они были изменены на так хорошо знакомые нам сейчас. Вступительное видео в прошивке 0990. Но было у прошивки 0990 и еще кое-что интересное. Ознакомительная видеозапись, которая проигрывалась при первом запуске консоли. И в целом в этой видеозаписи нет практически ничего особенного, кроме, пожалуй, очень необычно выглядящей консоли. Впрочем, об этом мы поговорим уже в следующей части айсберга. А пока... Нам, кажется, пора закругляться. Я и так по ходу снял самое длинное видео на своем канале и безмерно этому рад. Обычно я не прошу зрителей что-то делать в конце своих видео, да и в этот раз не попрошу, что уж, изменять себе, что ли. Впрочем, если у вас есть желание отблагодарить меня за мою работу и ваш крепкий сон, вы знаете, что нужно сделать. Комменты с вашими замечаниями и дополнениями тоже обязательно пишите, буду рад почитать и исправить свои недочеты в случае чего. Ну и в телегу заходите, у меня там все новости, анонсы и другой движ. И на этом, пожалуй, все. До встречи в следующем видео или следующей части айсберга.